Всех приветствую! Вы на канале Простой разговор. Сегодня разговор пойдет о как избавиться от негативных мыслей. Избавиться от дурных мыслей, негативных, да и все такое плохое, то, что приходит в голову. Хочу рассказать и поделиться на своем примере. Вот, к примеру, меня постоянно одолевали дурные мысли. Перед тем, как ложиться спать, застилаю кровать, ложусь. Если я сразу не засыпаю, все начинают мысли одолевать негативные, все, что было за целый день. Разговоры вот эти вот лезут, если был неприятный разговор, такой негативный разговор, если я поговорила, от телефонного звонка, либо так на улице с кем-то я встретилась. Тоже мне не понравилось вот это вот разговорная речь там и все такое, все, что относится к этому. Либо телефонный звонок тоже, если мне там не понравился собеседник. И вот это вот прокручивается у меня, и после этого у меня начинает голова болеть. Я не могу заснуть. Но после я уже как бы начинаю смотрю уже на время, позднее время и думаю, а зачем мне это надо, зачем я этот мусор в голове держу. И от этого мне только хуже становится. Днем, когда, если я уже еле заснула, днем, утром просыпаюсь, конечно, от этих дурных мыслей у меня я уже встаю не в таком лучшем настроении, это уже точно от негативных мыслей перед сном. Я уже встаю как бы не в таком радужном состоянии. После утром водных процедур завтракаю я, и опять я начинаю вот это вот опять прокручивать, вспоминать, потом лезут мысли о прошлой жизни, что все что-то я сделала не так, а вот нужно было по-другому поступить или уехать куда-то. Э, Насчет работы также, всевозможных вот этих рабочих моментов. Или обыкновенные такие разговоры с родственниками, тоже неприятные разговоры лезут почему-то. Возможно, я в тот момент, если мне не понравилось какое-то замечание, я промолчала. И вот это начинаю прокручивать в себе, зачем я это сделала, почему я промолчала, нужно было ответить соответственно. И вот это осталось у меня на душе, осадок вот такой остался. Теперь я вот как бы себя считаю или ущемленной, как бы вот это вот мне неприятно, вот это стало, осадок остался от такого разговора. Вроде бы можно было просто пропустить и не думать об этом, но почему-то это прокручивается. И как я поняла, что это не приносит мне никакого удовольствия, мне от этого хорошо не становится, от дурных мыслей, от негативных. И я себя просто плохо чувствую. Потом я уже после этого у меня опускаются руки, нет настроения, нет желания ни к чему. И как бы нет движения вперед. И от этого у меня ничего в жизни не меняется, как говорится. Нет никаких изменений к лучшему. Ничего позитивного не происходит, ничего я позитивного не вижу в этом. И в этом я после этого, это столько времени у меня ушло в жизни, что я сделала вывод, что нужно как-то себя взять в руки и меняться. Просто меняться, менять свою жизнь, а в первую очередь менять свои мысли.
Вот это самое главное. Избавиться от негативных мыслей, от дурных мыслей. Что же я в первую очередь начала предпринимать? Я начала как бы предпринимать в первую очередь, когда у меня уже от этих дурных мыслей начало сердечко побаливать. Так, я встала, открыла окно, начала как бы делать вздохи, глубокие вздохи и думать. Не думать об этих дурных мыслях, а думать о воздухе, вот, что я наполняю свои легкие этим как бы кислородом, который меня очищает от негативных мыслей. Сделала несколько глубоких вздохов, затем также выдох. После этого я как бы немножко себя встряхнула, можно даже сказать. Затем я села и начала как бы осмысленно уже об этом думать. Что же дальше мне предпринять, чтобы как бы это повлияло и, можно даже сказать, как бы свой мозг освободить от этих негативных мыслей. Я начала предпринимать и искать информацию об этом. Читать начала, конечно, слушать психологические вот эти аудиорассказы, э, видеоролики на эту тему и как бы сопоставлять за и против. Вот взяла листок бумаги и начала писать от негативных мыслей, какая вот. Ну, там первое, например, что происходит со мной от негативных мыслей. Головная боль, навязчивые, негативные, вот эти вот назойливые, дурные мысли. Мне от этого становится хуже, дурно становится. Ну, в этом я не вижу ничего хорошего, во-первых. Это мне вредит, в первую очередь, вредит моему здоровью. Второе, нарушен сон. Третье, я как бы от этих мыслей, я не продвигаюсь вперед, а только топчусь на одном месте. Ну и четвертое дальше, это уже четвертое, пятое, куча собралось негативных последствий от дурных мыслей. Вот так можно выразиться. Что же для этого можно предпринять? Я для себя решила, что нужно побольше читать, как бы чтением своим мы освобождаемся от этих дурных мыслей, от страха, от назойливых мыслей, от стресса мы освобождаемся чтением. Любым чтением, любую книгу вот взять и читать. Вначале, когда начала читать, до меня не доходило, что я читаю. Вот просто глаза читают, а мозги мои, мысли мои вообще в другом месте, в негативном состоянии. А глаза читают, и я не понимала, что я вообще читаю. Вот. Вначале вот было вот так вот трудно, потому что мой мозг не был сосредоточен в этой книге. Дальше что я делала? Опять я перечитывала то же самое место по 10 раз, пока перечитывала до такой степени, пока я не осознавала, что именно написано в этой книге, о чем эта книга. Я ее вот таким этим положением или как бы я ее просто перечитывала. После, когда уже доходило до меня, что же написано в этой книге, и мой мозг, как бы, я его начинала вот так вот расшатывать свой мозг и направлять свои мысли к этому чтению, обдумывать эту книгу, про что я прочитала, осмыслить.
лишь бы освободиться от дурных мыслей. Вот что я вам хочу сказать. Дальше, что я делала? Делала вот такую дыхательную гимнастику при открытом окне. Это тоже, между прочим, помогает хорошо. В дальнейшем что я делала? В дальнейшем я также вот слушала через соцсети именно вот в таком направлении, как свой мозг избавить от негативных мыслей. Вот в этом направлении я слушала, больше информации ловила. А в соцсетях, вы сами знаете, там столько мусора, что это невозможно. Вот это нужно фильтровать. Там все фильтруешь. Нужное тебе, ненужное. В этих соцсетях различных там много очень мусора. А между прочим, раньше я слушала все подряд. Вот надо, не надо, забивала свой мозг, смотрела этот все. А сейчас, я так думаю, я смотрела весь этот хлам, весь ненужный, вот этот вот мусор. То, что то, что сейчас в соцсетях вот, всевозможные разные новости, ну и тому подобное. Сейчас я уже фильтрую, что мне нужно смотреть, а что не нужно смотреть. Негативное я уже практически не смотрю. Беру все, что мне нужно, вот то, что я извлекаю от этого пользу. И то, что я не знаю, о чем вот что-то новое для себя открываю. Но больше всего, как говорится, чтобы занять свой мозг, помогает чтение. Очень хорошо помогает чтение. И читать нужно любые книги. Не выборочно, а вот любые книги. Даже это полезно. Я начала читать любые, какая книга мне попадется. Я вот просто ее читаю, обдумываю ее. Также до сих пор, вот сколько я уже читаю, но все равно. Иногда меня вот мысленно уносит какое-то в другое пространство, мышление все равно уносит. Но я заставляю как бы эту книгу опять перечитывать. Вот так вот и обдумывать. И после таких вот чтений, дыхательных упражнений и выходить на прогулку больше, уже поменяла тему для разговора. Не как раньше, вот я разговаривала там о бытовых там вопросах. Нет, сейчас я немножко уже тема для разговора у меня изменилась. И круг общения у меня изменился после всевозможных таких практик и чтения. Так, продолжение моего разговора и рассказа на моем канале «Простой разговор» уже в следующем видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. А как вы избавляетесь от негативных мыслей? Пишите, может быть, это тоже как бы поможет мне в моих вот этих упражнениях. До следующего разговора.